Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. Что ждет с 20 по 31 мая? Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Давайте узнаем с вами подсказки карт Таро на будущее. Каковы эти события ближайших дней, с чем это будет связано, или что окажет влияние на вашу жизнь, какие вопросы вам придется, может быть, решать. И, конечно, рассмотрим как альтернативный вариант и будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И подсказки какие-то вы получите. Будем практиками. Обстоятельства перекладываем на метафору карт и что-то просчитываем. И у нас сегодня колода Оракула, Сибилла. И мы не будем задавать вопросы этим картам, мы просто достанем 4 карты. Какую последовательность, цепочку развития событий они сами перед нами раскроют, а после дополним колодой Таро. Итак, какие события ожидают ваш знак зодиака до конца месяца? Ух ты, вот это да, в последнюю декаду. Ну, наверное, придется мне теперь даже поднимать, потому что торопятся карты. Одну минуту. Не всегда так бывает, что прямо вот веером. Говорят, когда веером что-то падает, нужно загадывать желание. Загадывайте желание, мои дорогие водолеи. То же самое, кстати, деньгам. Есть такая примета. Ну, все, конечно, спорно по приметам, но тем не менее. И если у вас деньги, вот буквально пачка денег, неважно, какие купюры, может быть, они маленькие, пачка толстая, а денег так сумма небольшая. Если вот они буквально рассыпаются, то это к тому, что какая-то либо удача, либо, знаете, у вас получится что-то осуществить. Вот такая хорошая есть примета. Короче говоря, смотрим, вот смотрите, и правда, есть какая-то тоска, а следом за ней идет удача, мои дорогие. Дальше нам карта возлюбленный. Ну, это может быть, как вы сами, например, мои дорогие мужчины. Или, мои дорогие девочки, это ваш адрес, есть у вас возлюбленный или кто-то вам оказывает знаки внимания. Вот может быть для кого-то и такая ситуация, когда вы с человеком на расстоянии, да, ну тогда какие-то весточки, вот, например, услуга, может вам даже на расстоянии через почту, да, можно какие-то презенты делать, отправить или заказать букет цветов, какой-то маленький такой сюрприз сделать. Но вот есть что-то радостное, буквально удача по тому, чему вы печалитесь, правда. Тут мы можем себе что-то надумать. А вот смотрите, как и печаль, вот две карты вы собрали, а в центре как раз у нас возлюбленный и удача. Ну что тут скажешь? Тут какой-то позитивный момент, это факт. Ладно, не случайно, не зря я достала эти карты, собрала воедино. Вот, видимо, кому-то это важно услышать. Не теряйте самообладание. Но если не все складывается или не вписывается, мои дорогие, в те рамки временные, как вы это себе задумали. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но и у людей, которые нам дороги, любимы, у них тоже бывают разные обстоятельства. Итак, смотрим, какие же события ожидают ваш знак до конца месяца, в последнюю декаду. Чего ждать или что ждет вас? С чем это будет связано в ближайшие дни? И достанем на картах Таро. Первая карта у нас будет неожиданность. То, чего вы не ждете. И пусть это будет приятный сюрприз. А вторая карта, что вам помогает? Или в чем ваша сила? В чем ваши сильные, может быть, стороны? Имеется в виду, как те энергии, которые вам тоже будут оказывать помощь, поддержку или наиболее правильные. Достанем 3 карты по основным сферам жизни. Первое – это у нас достижения, работа, честолюбивые планы, у кого-то учеба, у кого-то документы, энергия денег, финансы, любовь, отношения и личная жизнь. Имеется в виду тоже энергия на отношения разного рода. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же нам Оракул скажет. А вот знаете, вот хорошее будет настроение. Хоть эта карта и называется легкомыслие, да?
Ну, конечно, замечтаться тут не надо. Видимо, разделить зерна от плевел придется в чем-то. Но, в принципе, эта карта как раз и обрисовывает наш более позитивный настрой. Я должна сказать, что этот оракул был прорисован много лет тому назад. Ни изображение, но и значения карт тоже не менялись. Поэтому переложим на нашу современность. С одной стороны, это бабочка, да, и у кого-то, правда, может быть и вопросы переезда или какие-то темы, которые от вас на расстоянии. Вот могу и такое допустить, с учетом того, что это карта первая, что-то хочется осуществить. И, может быть, даже у кого-то из вас такое настроение, эх, прямо тут я с места в карьер готов или готова к чему-то ринуться, в будущее словно запрыгнуть. А вот карта немножко останавливает и говорит, нет, подожди, вот тут что-то нужно сделать с просчетом или рационально. Тут здравомыслие или холодная голова явно вам тоже потребуется. Давайте откроем вторую карту. Может быть, нам покажут. А тут, правда, вы знаете, какая-то, как внутреннее состояние наполненности, внутреннее состояние радости. В принципе, вот на эту декаду хорошее настроение, и вы сами на позитивном настрое. И у нас выпадает вторая карта «Свадьба». То тоже, я уже сказала, не менялись изображения и значения карт. Понятно, под венец все прямо водолеи не идут. Но переложим на реальность. Свадьба – это заключение каких-то документов, договоров, может быть, и контрактов, оформление в высоких инстанциях, когда мы что-то делаем наверняка. Может быть, это у кого-то и банки, у кого-то и чиновники, а у кого-то и правда важная бумага, которую вам нужно подписать, согласовать. Может быть, согласовать не в одной инстанции, а и через чиновников пройти. Может быть, бумага не одна, а еще и к нотариусу зайти. То есть, ну вот что-то вы такое тут готовите, или когда у вас все продвигается. По этой карте все же она несет позитивный смысл. Тут ведь правда что-то доброе, хорошее вы можете переложить на практику, мои дорогие. Давайте достанем дополнительную карту. Как вот эти две карты можно связать? Что это? Деньги. Ну, не буду я тут ничего доставать, правда. У вас какой-то такой расклад получается. Ну, хорошее настроение, деньги и организация жизни в каком-то новом ключе, по-новому. Хотя тут не совсем с учетом карты свадьба, да, или заключения каких-то бумаг, договоров. Понятно, что мы к этому прикладывали усилия, или мы к этому шли. Тут не на пустом месте, безусловно, это появляется, да. Как вот и свадьба, двое людей познакомились, то есть какой-то процесс узнавания друг друга или каких-то соглашений, может быть. Может быть, даже для тех, кто в паре, да, есть некоторые темы, которые вам нужно пересмотреть. Опять же, или связано с банками, с кредитами, какие-то важные документы, которые тоже требуют уточнения, детализации, или так или иначе. Все зависит от того, конечно, что вы себе в план поставили или что вы желаете осуществить. Но, тем не менее, на материальной плоскости, вот именно в материализме, пусть деньги, это само по себе деньги, но еще и эти карты говорят, что в реальной жизни вы что-то осуществляете именно в эту декаду. Или связывает, может быть, какой-то денежный вопрос, или решается для вас в более позитивном ключе. Может быть, это и на работе. Вы контракт меняете, и прописана будет большая сумма. Может быть, кто-то и работы возьмет больше, да, понятно, и сумма будет больше. Но тогда это будет прописано. Все-таки даже карты вам советуют оформлять все именно документально вас, чтобы закон берег. И бумага – это все же бумага, да. Или если мы пересматриваем какие-то контракты, может быть, и брачные, то тоже будет что-то прописано. То есть, ну, разная сфера приложения трактовки этих карт, но это, повторюсь, какое-то доброе либо начинание, либо это добрая реализация. Давайте посмотрим, что же нам еще скажут. Но понятно, если мы идем вперед, карта трансформации, я надеюсь, все прекрасно понимают, что это не про смерть, так называется, тоже этот аркан. Имеется в виду, что что-то завершается. Вот окончание. Может быть, окончание ваших сомнений, кстати, или окончание какого-то прежнего жизненного этапа, а возможно, вы это чувствуете. Вы вполне вероятно можете это чувствовать, потому что
вот эта бабочка будет говорить о том, что вы уже вообще в будущее смотрите. И имеется в виду, что даже оглядываться не хочется. Но некоторые или итоги, или как последний штрих, или заключительный аккорд. Вы еще этим занимаетесь. И у вас это все развивается достаточно плодотворно. Давайте откроем следующую карту. Карта называется «Служанка», но имеется в виду какой-то взаимообмен. Ну, кто-то, может быть, буквально няню ищет, да, и вы нанимаете сами лично человека для того, чтобы он вам оказывал какую-то услугу. И вы за эту услугу будете платить. Или подобная ситуация на работе. Вы вкладываете свои усилия, таланты, ресурсы, время, а работодатель вам оплачивает. И тогда вот этот контракт какой-то может быть пересмотрен. Вот что-то подобное может проиграться. Прежний контракт заканчивается, а вот уже нужно составить новый. И, может быть, будут вписаны некоторые новые положения в прежнем контракте, которых не было. Но есть материализм, безусловно. Здесь хочется, может быть, больше вам порядка или стабилизировать что-то. Хотя по этому аркану это вообще, знаете, могут быть самого разного рода по документам. Есть ряд документов, которые мы должны еще и оплатить, а вам оказывают вот эту услугу. Это, по сути дела, либо услуга, либо какая-то работа, и тут просто по-разному. Либо платите вы, либо платят вам. Давайте мы соединим эти две карты. Это о чем? Правда, какая-то бумага. Либо это важный документ, пакет, как я уже говорила, контракт, соглашение, или, может быть, это какое-то письмо, может быть, это свидетельство, может быть, это и приглашение какое-то, может быть, вы искали работу, и, значит, может быть, и даже я могу такое допустить, у кого-то работа не в том месте, где вы теперь проживаете, а это вы хотите куда-то отправиться. Может быть, и работать на дому или из любой точки мира, и вы ждали, отправили запрос, ждали какого-то конкретного письма. И вроде как это письмо или документ к вам приходит. И это будет ознаменовать новый жизненный этап тоже. Давайте я ищу дополнительную карту для вас. Вот будьте мудры. Называется карта «Старая дама», но тут имеется в виду какой-то опыт, безусловно. Вот у вас тоже есть, мои дорогие водолеи, опыт, поэтому первая карта, тут я говорила, что тут надо будет, да, легкомыслие, это имеется в виду легкость на подъем, позитивное отношение к жизни, ну почему нет, хорошее настроение, это все прекрасно. Но есть ряд вопросов, причем нам уже говорят, документы, деньги, ну тут не про легкомыслие ни разу, а тут как раз опыт или конкретно что-то просчитать вам нужно. Может быть, и обратиться к человеку, или это у вас есть какой-то контакт с человеком, который старше вас по возрасту, показана дама, может быть, это и не дама, может быть, это и мужчина будет, вполне вероятно, но он умудрен уже опытом или был в подобной ситуации. Может быть, какой-то будете держать с ним совет, но на кону у кого-то может стоять больше личная жизнь. Мои дорогие девочки, тут еще, помимо вот всех предыдущих карт, может быть такая ситуация, что это ваш адрес. Кто-то проявляет знаки внимания, оказывает вам их. Или говорит комплименты, или хочет вас узнать немножко поближе. Такое тоже может быть, мои дорогие мужчины, и для вас может быть такая женщина. Но если мы говорим, ничего подобного у вас в планах нет, хотя встречи такие могут быть с таким притягательным человеком, который просто вас заинтересует. Вы и не собирались, может быть, знакомиться. Ну, что-то подобное происходит. Поэтому не отталкивайте, может быть, от себя, не гоните эти мысли. Для чего-то ведь люди приходят в нашу жизнь, правда? Некоторые приходят на время, на короткий срок. И вот этот взаимный энергообмен, он всегда бывает полезен. Может быть, этот человек именно на время, потом он уйдет из нашей жизни, но на определенном отрезке пути нам для чего-то он был дан, словно высшими силами, а у кого-то это может перерасти в дружбу, ну кто знает, а то еще и в любовь. А может быть, это уже есть эти взаимоотношения, да, когда они продолжат развиваться. Переложите на себя, но правда позитивных энергий определенно больше. Неожиданность. Ну, для кого-то переезд или поездка.
Вообще это карта, когда мы ищем выход, и мы его находим. Или когда мы должны сделать выбор, принять решение или на что-то решиться. И мы решаемся, мы идем по направлению к Солнцу, обратите внимание. Не случайно вам тут аркан смерти, я говорила, трансформация и окончание. Это тоже окончание, потому что это вы сами что-то завершаете. И обратите внимание, вот эта чаша, ну, может быть, как очаг или тепло, да, огонь. Явно девушка поддерживала этот огонь. Может быть, длительное время для нее это было очень важно. А вот теперь она даже сама это оставила. То, что было важно вчера, сегодня уже не имеет значения. Вот какая-то у вас перезагрузка, и вы идете к Солнцу. Не к искусственному огню, а именно к натуральному светилу. Тут у вас какие-то возможности, мои дорогие. И это в неожиданностях. Перед вами действительно открываются какие-то варианты. Либо в плане деятельности, работы, а может быть у кого-то и в личной жизни. Но потребуют как и решимости, так и решений. В чем же ваша сильная позиция? А вот когда вы смотрите во все новое, во то, что, может быть, отчасти неизведанное вами, то, что вы еще никогда не делали, прежний опыт не помогает. Кстати, девушка уходит налегке, как будто просто вот то, что присутствовало в ее в жизни до этого периода, оно малозначимо, оно уже не служит прогрессом. И нулевой аркан это и карта тоже где-то вдохновение, это какая-то перезагрузка, когда нас новые горизонты манят, в принципе, вообще. И будь эти горизонты или как пространство само, страны, местность, куда вы хотите переехать, или новая работа, новая должность, новые отношения. Но вот карта нас возвращает в то же время к реальности. И это то, что вам помогает, это тоже нужно учитывать. Хороший, позитивный настрой, прекрасно, но не замечтаться. Обратите внимание, девушка, она явно довольна чем-то. Ей хочется парить. Какой-то душевный полет явно у нее присутствует. Но почему-то она ухватилась за сухой сок, и вот так вот ей хочется изобразить телом полет. А во второй руке у нее вот этот предмет, это как символ Граля. Это что-то очень важное. И на какой-то период она забыла об этом. Она чувствует себя в безопасности. А мы так вот, если объективно посмотрим, то мы понимаем, сук какой-то ненадежный может обломиться. Да и над этим, точнее, этим предметом, под этим граалем, посмотрите, словно невидимые силы начинают свою работу или что-то начинает функционировать. И это не видно глазом. И неизвестно, чем это все закончится. Поэтому берегите то, что вам дорого, берегите самих себя. И все так, не отказываясь от нового, искусства мелких шагов. И, знаете, вот осмысленность ваших действий, той обстановки, в которой вы находитесь, может быть, и информации. Это все то, что будет составлять ваши сильные стороны. Дела, работа, бизнес, ну, вообще, это ваша карта. Все же по королеве мечей у нас проходит как раз и знаки зодиака, которые близнецы, весы, водолей. Может быть, и есть контакты с таким человеком. Или человек имеет асцендент в вашем знаке, или находится в таких энергиях. Но ведь эта карта про образ Юдифи. И, как известно, она тоже стояла перед выбором. И вот этот меч, который наготове, как будто у нее, хоть в этой карте и он так сложен, но тем не менее она приготовила. И, как известно, Юдифь как отрезала, так и отрезала. Решение принято. И то, что она осуществляла, она проделала в одиночку. И здесь буквально молчание помогает. Никто не знал, куда Юдифь отправляется, что она там намеревается делать. Более того, никто и не ожидал. А это была молодая красивая вдова. А тем не менее, благодаря своему поступку она вошла в Ветхий Завет и в историю, мои дорогие. Но тут вы сами себе способны помочь. И все-таки какие-то, знаете, рациональные решения и решимость вам определенно помогают. Вы можете и собственную перезагрузку тут осуществлять. А для кого-то это будет действительно
Новая должность, может быть, или как возможность таковой и ваши первые шаги в этом направлении. А может быть, для кого-то это и поездка, переезд, или, может быть, поездка, которую вы будете продумывать, как в разведку, разобраться с чем-то. Вы будете явно что-то просчитывать. Может быть, кто-то и на бумаге, потому что вы уже смотрите как в новый горизонт. Но вот эта холодная голова, вот этот рационализм, когда не замечтаться и понимать, на что ты опираешься или за что ты держишься, и то, что тебе дорого, где это находится, контролировать, опять же, и себя, и обстоятельства для вас, помогает взять новые высоты. Но, должна сказать, и пространство вам тоже помогает. Ну, понятно, и самим не плашать тоже нужно. Время каких-то важных решений и решимости. Деньги. Ну, вот самое время нам показывает карта, как будто это страшный суд называется карта. И совершенно суд не страшный, хотя у кого-то могут быть к завершению, может быть, и судебное разбирательство, или которые закончатся медиаторством, может быть, и так. Вы сумеете договориться. Но это нам девушка показана, как будто она всплывает уже, да, с какого-то дна. Может быть, и правда, для кого-то очень сложная ситуация, обстановка, когда буквально коснулись дна. И теперь ваша задача оттолкнуться. Я имею в виду, у кого-то сложная ситуация по финансам. Но, мои дорогие водолеи, здесь она выравнивается. Вам ведь не случайно удача выпадала вот в тех картах, которые мы до нашего расклада собрали, продемонстрировали. Но ведь еще и деньги. Тут можно что-то совершенно изменить. Изменить качество собственной жизни. И карта суда страшного – это карта выздоровления. Может быть, от какой-то болезненной ситуации. Может быть, кто-то кредит из вас закроет и этим самым себе как пространство откроет в будущее. Нет вот того, что нас тянет, да, как груз. Тут вы можете вообще многое с прошлым решить, разобраться, согласовать, подписать. И карта говорит, вот тебе отсюда только вперед. И это старший аркан. Опять же, вам высшие силы помогают. Но и самому, опять же, не плашать. Вот есть, понимаете, добрые энергии вот в эту декаду. Но это не происходит само, мои дорогие водолеи. Тут вам придется что-то анализировать, адаптировать, согласовывать. Может быть, и быть где-то дипломатом. Или так гибко подходить к разным ситуациям. Но эффект, самое главное, или результат вас будет радовать. В личной жизни все то же самое. Но то, что деньги есть, деньги будут, это факт. Денежную какую-то ситуацию, ведь это карта самодостаточности. Я, кстати, могу сказать, что для кого-то из вас, несмотря на отношения или внимание к вашей персоне, или это у вас любовная какая-то история сейчас в процессе развития, но почему-то карта это больше говорит о именно финансовой стороне дела. И, может быть, некоторые денежные вопросы вы будете пытаться уладить, уравновесить ту или иную ситуацию, или заработать больше денег, или этот вопрос будет касаться, как я уже говорила, пусть не для всех, когда вы куда-то собираетесь переезжать именно потому, что вы видите, что в другом месте вы можете раскрыть свои таланты. Вот иногда это проигрывается как работа на самого себя. И все, что с этим связано, вы будете детализировать, что-то просчитывать, узнавать, как оформить документы, ну и так далее. Но а для людей семейных здесь могут быть как и деньги вашего партнера, и вообще бюджет семьи неплохой, по крайней мере, на эту декаду, я бы сказала, у кого-то может быть еще и сумма, если вы, или может быть ваш супруг, или партнер, как гонорар получает, да, может быть, именно за работу, да, это как более большая сумма, или как тот гонорар, который где-то задерживался, в итоге вы все-таки получаете, или ваша семья, но деньги есть, деньги будут, а для кого-то из вас, пусть даже в паре, к примеру, да, или вы, мои дорогие, к примеру, мужчины, вы хотите сделать какие-то подарки женщине и что-то будете просчитывать. Может быть, вот той персоне, которая вам очень интересна, и какую-то свою финансовую дебет-кредит будете тоже считать. То есть, ну, по-разному, но есть взаимосвязь. Может быть и личная жизнь, и отношения. Тут могут быть и отношения по работе, мы в целом рассматриваем. Но основа всего
Как ни крути, практика и материализм. Вот как-то так. Совет. Занимайся своими делами. Семерка жезлов. Нам показана девушка, которая свой дзен сохраняет, сама себя, свои собственные планы, словно медитирует. Может быть, так мысленно к чему-то готовится, а вот эти 7 жезлов пытаются ее достать. Иногда, буквально достать, может быть, это вас могут пытаться вот так достать, чтобы вы на что-то согласились или в чем-то участвовали. Но все-таки больше карта говорит о концентрации. Или перед тем, как тратить ваши силы, таланты, энергию, нужно продумать, какой будет эквивалент. Что вы получите? Какой взаимный энергообмен? И если вы потратили куда-то силы, да, вот эта карта, мы с ней, о ней, точнее, мы говорили, то и обратная как бы реакция или эквивалент, он должен быть, ну, достойный. И вот вы тут можете куда-то прицеливаться или к чему-то для себя что-то переосмыслять, прикидывать. Но есть о чем подумать, это факт. Нельзя вот согласиться на что-то вот так, ну, как с места в карьер, или вынести однозначное свое «да» или «нет». Тут явно следует подумать, и это в совете. Больше эта карта даже и говорит о том, что пусть по семерке жезлов у нас хватит и физических, и эмоциональных сил выдержать какое-то напряжение. Но первый вопрос себе задать. А надо ли? Надо ли в этом участвовать? Что для меня сейчас важно? И как будто этим заниматься. Ну, вот такой совет вам дают карты. Удивительный расклад у вас, мои дорогие. Водолеи, перекладывайте на себя. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.